Да-да-да-да-да-да. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, ссылочку послал. Начинаем стрим. Сегодня такой очень интересный, очень яркий стрим. Это опасные способы заработка на YouTube. Их много, их практически все, и я бы хотел начать с самого важного, самого интересного, самого яркого. Это, естественно, здравствуйте, друзья, здравствуйте, уважаемые ученики. Это будет стрим, но это больше как вебинар и, наверное, больше будет как урок в нашей школе видеоблогеров. Я бы хотел этот видеоролик сделать в формате того, что когда вам кто-то говорит о том, какие существуют способы заработка на канале, да, или там на YouTube канале, то вы даете просто эту ссылочку и говорите, а я тебе даю эту ссылку на этот вебинар, чтобы сказать тебе, что я тебя предупреждал, что эти способы могут быть опасными. Почему? Я сейчас перечислю 10 способов вообще, которые существуют вообще на монетизации, то есть, ну, такие популярные, там есть ответвления, но давайте про основные. Их десяток я собрал, просто написал себе 10 способов. И я по каждому способу дам свои плюсы и минусы и расскажу, какие это способы вообще бывают и как они вообще происходят. Соответственно, поехали. Но вы должны понимать, что пользователи, вот самое главное, самое вот именно базисное, что пользователи приходят к вам на канал не за просмотром рекламы, да, а за качественным и полезным контентом. Это вот самое главное. То есть они приходят за качественным полезным контентом, и если вы сможете интегрировать рекламу так, что им она не будет надоедать, то все будет хорошо. Как только количество вашей рекламы либо вот выйдет за разумные пределы не для вас, а для вашего зрителя, и они уйдут, тут же от вас уйдут и рекламодатели, потому что ваши рекламодатели не покупают вас, не покупают ваш канал, они не покупают ваше там, не знаю, время, они не покупают ваши навыки, им вообще чихать на вас, вообще с горы там большой, они покупают вашу аудиторию, то есть тех людей, которые смотрят ваш контент, которым вы делаете ваш контент. И это вот самое-самое главное, да, соответственно. Вот. Вот мы сейчас некоторых сразу предупреждаем. Этот урок это про основные способы заработка и опасные способы заработка на YouTube. То есть какие способы бывают. Здравствуйте всем. Опять же, немножко о правилах наших стримов, о правилах наших уроков. Мы ни за кем не бегаем. Если вы ведете себя некорректно в нашей школе видеоблогеров, то вы сможете быть заблокированы сразу, автоматически, без каких-то восстановлений, вот моментально. Просто потому, что в этом есть преимущество бесплатной школы видеоблогеров, правильно? Если вы дали хотя бы там рублик нам, то уже вы были покупателем, и мы вам должны оказывать услугу. Так вот, к нашему вопросу, то есть давайте проговорим еще раз, это потому что важно. Надо понимать, что вот просто запишите для себя аксиому. Ваши рекламодатели приходят на ваш канал только потому, что у вас есть там зрители. Понимаете? Это вот, это прям вот, прям важно. Да, вот самый такой вот важный момент такой вот. Как только вы потеряете своих зрителей, сразу же потеряете рекламодателей. То есть рекламодатели покупают вашу аудиторию. Это прям важно. Вот это самое важное. Поэтому пойдем по основным способам, а потом после основных способов проговорим, какие из них опасны. Первый способ это, естественно, Google AdSense. Это у всех, то есть если у вас каналы, грубо говоря, если у вас у всех каналы, по большому счету, подключены к монетизации, то это через Google AdSense. Это вот самое-самое главное, надо для того, чтобы это понимать. Второй момент. Google AdSense это вот баннеры, которые разрешает Google. То есть, чтобы к вам рекламодатель пришел на канал, вам необходимо разместить код, то есть получить разрешение от Google AdSense на включение монетизации. Как включать монетизацию, мы про это уже говорили через Google AdSense, да? И сам Google
потому что YouTube принадлежит ему, он размещает там релевантную рекламу в ваших роликах. То есть ту рекламу, которая наиболее подходит для вашей аудитории, не для вашего канала. Допустим, если человек до этого искал в Гугле, как искать, как купить холодильник, то на вашем канале этому человеку, скорее всего, Google покажет в вашем ролике рекламу, где купить холодильник. Он не покажет ему рекламу вашего там, допустим, конкурента, да, он покажет релевантную рекламу, потому что Google на этом хочет зарабатывать. Вот реально, понимаете? И ему выгодно, чтобы на вашу рекламу нажали. Потом как делится, чтобы было совсем просто у вас, Google AdSense 50% забирает себе, 50% забирает, отдает вам. Вот примерно там 60, 40, 30, 38, 62, но половина, ну, чтобы было проще считать. Это самый надежный и самый хороший способ монетизации и заработка. Он не опасен, потому что YouTube принадлежит Гуглу, и, естественно, гугловская реклама, которая есть на вашем канале на YouTube, она одобрена Гуглом. И не так тяжело попасть туда, но и не так просто. То есть, если у вас, у вашего рекламодателя хороший, качественный товар, то, естественно, Google его пускает. А если у него какие-нибудь там курсы о похудении, там, да, либо какие-нибудь таблетки непонятные, либо какие-нибудь там сомнительные финансовые схемы, то попасть в рекламную систему Гугла нельзя. Понятно, вот совсем. То есть, и когда люди не могут или организации не могут попасть в официальную систему Гугла, они находят что? Альтернативные способы размещения рекламы на ваших каналах. И вот тут уже называется очень и очень по-тоненькому. Первый там у нас это Google AdSense, второй у нас способ это, здрасте, это при работе с медиа, то есть у нас получается вы можете зарабатывать, работая с медиасетями, ну то есть так называемые партнерки YouTube. Я к этому способу отношусь крайне негативно, да, потому что по большому счету вы предоставляете кому-то стороннему человеку или организации место на своем канале и даете доступ ему для размещения рекламных материалов на вашем канале без согласования с вами. Понимаете, да? То есть, если у вас канал детской тематики, то медиасеть какая-нибудь партнерка ваша может там рекламировать какой-нибудь там, не знаю, не подходящий для вашей тематики, для вашей аудитории контент, и ваши зрители уйдут. А помните, что мы говорили в самом начале? Мы говорили о том, что самое главное это ваша аудитория, это прям самое главное. И поэтому, если вам крутит медиасеть некачественный контент, соответственно, зрители могут уйти. Третий способ, который у нас есть, это первый у нас Google AdSense, второй это партнерки медиасетей. Про опасность я каждого способа расскажу отдельно, то есть я сейчас просто перечислю. Третий это получается у нас партнерские программы. Чем же они отличаются от медиасетей? В том, что вы при партнерской программе вы сами выбираете тот продукт, который вы будете рекламировать. Ну, давайте на примере. Допустим, например, вы увидели какой-то хороший детский интернет-магазин детских колясок. И вы по большому счету, у вас детский канал. И вы можете там, у вас аудитория мамочек, и вы в принципе можете там получить у этого интернет-магазина партнерскую ссылку. И люди с вашего канала по вашей рекомендации, по вашей партнерской ссылке будут переходить на сайт этого магазина, делать какие-то покупки, и интернет-магазин будет вам делать некие отчисления. Давайте совсем, чтобы было просто. Вот сейчас под этим видео будет ссылочка, допустим, на сервис VidIQ, при помощи которого мы развиваем, оптимизируем каналы. Так вот, это партнерская ссылочка, то есть если вы по ней перейдете, зарегистрируетесь на этом сервисе и купите какой-то продукт этого VidIQ, то в принципе наша команда получит небольшую денежку. Она совсем небольшая, но если вас будет много, там, допустим, 10 тысяч, то уже будет существенно, и мы сможем себе оплатить, допустим, годовую подписку там буста, да, то есть такую хорошую там вот эта сумма. То есть это и есть, то есть, но при этом вы должны делать хороший ролик, который заинтересует зрителя перейти по этой партнерской ссылочке и что-то купить.
Например, вы можете сделать обзор этой самой детской коляски, показать ее преимущества, показать ее недостатки и предложить купить по хорошей цене в этом магазине по ссылочке ниже. Или же мы, когда ставим VidIQ ссылку, мы просто рассказываем про сервис, показываем, рассказываем, как он работает, даем какие-то фишки, даем какие-то специальные навыки, делимся, да, как оптимизировать это видео свое там, да, соответственно, и уже после того, как мы дали полезный контент, мы попросили зарегистрироваться по этой ссылочке. Тоже очень и очень работает, соответственно. Вот, поэтому, опять же, помните, что зрители приходят к вам не за рекламой, они приходят вам за хорошим полезным контентом. Я показывал уже несколько раз, вот именно по партнерским программам, у меня есть про кулинарию ролик на этом канале или, по-моему, на бутике идей, где муж и жена при помощи партнерских программ зарабатывают 40-50 тысяч долларов в месяц только на партнерских программах. У них везде партнерки. То есть, а мы снимаем свой кулинарный блог на эту камеру, да? Вы клик на ссылочку, и раз на Amazon, и Amazon им денежку платит, правильно? А вот мы еще хостинг регистрируем на этом сервере. Раз, и вот везде у них очень раскрученный канал, и они это интегрируют очень хорошо. Четвертый способ – это, естественно, CPI сети. Что это значит? Они очень похожи на алгоритмы там по партнерских там вот этих переходов, да, но это работает только, вам будет процент начислен только при вот только после покупки, только после продажи чего-либо. То есть, если вы купили что-либо, если ваш зритель что-либо купил, то вам начислят. А если не купил, просто сделал переход, то и не начислят. Понятно, да? То есть, если продажа после вашей ссылки есть, то начислят. А если он ушел с этого сайта, а потом вернулся, допустим, там с Яндекса на этот сайт, то уже он не начислят, и он там ничего не купил. Дальше, прямая реклама. Вот пятый способ – это прямая реклама, где вы прямо говорите, допустим, вот в ролике говорите, вот, а я вам рекомендую купить вот такую вот камеру, это Panasonic 770, у него есть там 5-я, 10-я, и купить ее можно в этом магазине, там, который у меня там со ссылочкой там внизу. Поэтому покупайте камеру, камера хорошая. Это прямая реклама, то есть и очень часто рекламодатели вам за эту рекламу платят деньги. Опять же, вот, но, скажем так, здесь самое главное – это подходящая тематика канала и наличие вовлеченной аудитории. Вот это самое главное. Почему? Смотрите, у нас школа видеоблогеров, соответственно, мы рассказываем, как снимать, как продвигать и как оптимизировать свой полезный и качественный контент. И эта камера, допустим, будет логично вписываться в структуру нашего канала, если мы предложим ее купить нашим видеоблогерам. Расскажем, сделаем по ней обзоры, скажем, что купить можно там-то, там-то, соответственно, вот это хорошо, да, вот. Но если ваша аудитория, допустим, мамочки в декрете, и им по большому счету камеру заменяет вполне себе телефон, то там рекламировать такую камеру, наверное, без толку. Потому что просто не будет заинтересованности, не будет вовлеченности. Правильно, да? Вот. Шестой способ – это интеграция либо нативная реклама. Что это значит? То есть это сам по себе товар, я как автор канала, ну там или вы как автор канала, вы придумываете сценарий и интегрируете свой товар в ваш ролик. То есть в этом, скажем так, он должен быть естественный, там не должно быть прямой, то есть нативная или интеграция, она, скажем так, она как бы подразумевает, что это реклама, да, то есть в этом формате. То есть как это говорится? То есть я не говорю, что покупайте эту камеру, что а вот хорошо, вот мы используем вот такую вот камеру. Эта камера там 5-я, 10-я, там пам-пам-пам-пам-пам, вот в таком формате, и уже внизу даю ссылочку аккуратненько, то есть я не призываю свою аудиторию покупать или, допустим, сравниваю, делаю там, многие делают, допустим, обзор, да, делают обзор 5 камер. Да, и делают акцент, что среди этих 5 камер лучше всего там я рекомендую вот эту. То есть это нативная реклама, потому что в принципе вы же рекомендовали и 5 камер, да, но сделали акцент на какой-то одной. И люди, не желая выбирать,
они хотят, чтобы за них выбор кто-то сделал другой, протестировали эту камеру, да, там, скажем так, чтобы она в воде побывала, там, в турпоходах побывала. И они, когда начинают это все дело осмысливать, они приходят к вам, смотрят ваш ролик и покупают уже у вас. То есть это получается интеграция, вот нативная, ну это самый дорогой, наверное, способ рекламы, потому что многие видеоблогеры, они, боясь потерять аудиторию, они интегрируют это все таким образом, как будто это вот только вот так и больше никак. Дальше, это у нас получается, какой у нас там Google, здрасте, у нас получается Google, потом партнерки, потом получается медиасети, CPA-сети, прямая реклама, интеграция 6, седьмой, продажа своих товаров или услуг. Это тоже сам по себе очень хороший способ монетизации. Прям хороший. На примере, у меня есть канал, который называется Бутик идей. Вот у меня нет сайта, но через этот канал я продаю свои услуги по консультации, по развитию сайтов, по продвижению сайтов, по рекламе, по Google AdWords, по Google AdSense, по Google, там по всему. И вот там через этот канал, то есть я привлекаю к себе зрителей, и многие из них становятся покупателями моих услуг, моих товаров и услуг. Это тоже важно, да? То есть и вот здесь очень хорошо, если у вас, допустим, есть, вот мы рекомендуем, чтобы интернет-магазины делали свои каналы там, да, почему? Потому что это очень и очень хороший момент, потому что как бы стоимость контекстной рекламы растет все выше и выше, а вот хороший пример магазина, допустим, это розетка UI, там, да, или там E1, там, да, есть огромное количество интернет-магазинов, которые, делая свой канал, продают много-много товаров именно через свой видеоконтент, потому что они никого другого там не рекламируют. То есть это забрендированный контент, он кругом, и люди, когда смотрят уже обзор этой самой камеры, но не в руках блогера, да, а допустим на канале интернет-магазина, то они понимают, что лучше всего купить эту камеру в этом, ну, потому что проще, потому что там она вот в этом формате. Вот. И я знаю, что я знаю вот несколько блогеров, которые входили прямо в учредители, в собственники интернет-магазинов, имея свои раскрученные тематические каналы. Поэтому есть повод задуматься над такой продажей. Восьмой способ – это, конечно же, donation либо пожертвование. То есть это такой очень яркий способ, вот, но надо понимать, что критическую ошибку, которую делают многие, когда делают донейшены, они начинают жаловаться на какое-то плохое материальное положение, да, либо там выпрашивать деньги, там, помогите туда-сюда, там, пятое-десятое. Вот, я рекомендую сделать, поставить четкую цель. То есть я хочу собрать на не веб-камеру, на камеру. Она стоит, допустим, там 70 тысяч рублей. Помогите мне собрать на эту камеру и объявить donation, пожертвование, да, и начать собирать на своем блоге. Естественно, то есть получается, донейшены везде работают. Вот даже у того самого Дудя, да, в Дудя тоже есть там донейшены. У нас в школе есть донейшены, да, но опять же надо четко, чтобы было для чего. То есть мы собираем на что-то. Вот. Дальше получается. Так, сейчас я скажу все, еще у нас осталось там два момента по монетизации, 8 же сказать, да, их всего 10. А потом буду говорить уже на вопросы ваши, потом буду говорить опасности этого всего действия. Вот у нас уже там 18 минут прошло, поэтому мы успеваем. Девятый способ – это рекламный видеоролик. То есть вы очень часто видели, когда кто-то интегрирует к себе в свой видеоконтент чей-то видеоролик, там, допустим, он может быть там перед какого-то, то есть у вас либо перед вашим роликом, либо в середине вашего ролика, ну, либо очень редко это бывает, когда в конце там, да, то есть и в этом случае уже вам оплачивает рекламодатель как бы на вашу аудиторию, то есть вы уже выступаете что-то вроде телевизора. То есть уже как вот идет кино в телевизоре, да, ну, соответственно, там, я не смотрю телевизор уже лет 5, наверное, вот, там идет фильм какой-то или интересная передача, потом раз она обрывается и начинается реклама, и потом опять начинается там эта передача. Вот тоже такой способ существует,
Вот, ну и последний, 10-й, самый интересный, самый яркий способ, это же, конечно, способ скрытой рекламы. То есть при этом способе, при этом формате ничего не упоминается, а просто, скажем так, этот товар незаметно присутствует в кадре. Ну, допустим, да, вот у меня есть микрофон там Rode. И если я поставлю его там, допустим, сюда, вы будете его видеть, вот, и я буду говорить там, что вот туда-сюда, вы будете видеть, что качественный звук, который я говорю, который я делаю, и вот как бы оно не реклама, потому что я даже не акцентирую внимание на этот микрофон, да, но вы его видите. А представляете, если у человека там 2 миллиона просмотров, ну, на ролике, а если у него 20 роликов и 2 миллиона просмотров на каждом, да, то есть, соответственно, компания Rode вполне себе готова заплатить за этот, за интеграцию этой скрытой рекламы, соответственно, вот там, да, либо там где-то человек сидит, попивает какую-нибудь там, не знаю, отдельное там пиво там, да, потому что с пивом очень тяжело с рекламой, а когда человек пьет пиво, то можно зайти. Дальше, опять же, напоминаю вам, рассказываю и показываю, что пользователи приходят к вам на канал не за рекламой какого-либо продукта, товара, либо услуги, а приходят за качественным контентом. Теперь я поотвечаю на вопросы быстренько и начнем говорить, какие же, в чем, когда эти способы бывают опасными. Так, здрасте. Вот. Я много пропил, немного, стрим только так. О чем? То есть у нас сейчас стрим, это у нас видеоурок «Опасные способы заработка на ютубе». Но мы сейчас 25 минут проговорим о том, какие вообще бывают способы заработка на ютубе, основные 10, да, какие из них опасны, чтобы было понятно, да. То есть привет. Чтобы нормально зарабатывать с помощью Google AdSense, сколько должно быть просмотров на видео? Смотрите, хороший вопрос, но опять же, Юля, это зависит от тематики вашего канала и от страны. В русскоязычном сегменте пока заработки очень скудные, прям скудные. Там получается, вот если у вас там с 1 000 000 просмотров выйдет $200, то это хорошо. Бывает 200, 250, бывает 300. Но это должны быть просмотры, там же еще есть просмотры, чтобы они были коммерческие, понимаете? Потому что очень часто YouTube еще не все просмотры считает просмотрами, которые совершили там, да, и должны быть некие переходы, то есть, потому что это объясняется просто, потому что с большего сама по себе рекламная структура Google AdWords, она отличается от Яндекс.Директа, потому что в других странах нет никакого Яндекс.Директа, и там существует только одна рекламная сеть, это Google AdWords. А в данном случае у нас еще есть Яндекс.Директ, и поэтому он жрает огромную львиную долю рекламного бюджета, но я думаю, что это все пройдет, и поэтому делайте хороший контент, и будет хорошо. Дальше поехали, чтобы нормально, так, можно совмещать несколько способов монетизации, например, монетизацию в YouTube, прям, конечно, можно, но мы сейчас поговорим о том, какая опасность ждет этого всего, да, вот, как можно заработать с 500 подписчиков, если у вас эти 500, если у вас 500 подписчиков, это директора заводов, владельцы пароходов, то очень даже просто, зависит от аудитории. Я вам покажу, мы на многих своих уроках показывали, я покажу вам реально богатых людей, у которых 1200 подписчиков на канале. У них там 1300 подписчиков в Фейсбуке, но денег у них столько много, что прямо как бы там, и вот любая, пост, ну, допустим, чтобы разместить, у него там стоит, не знаю, 1200 рублей просто. Вот, поэтому это, смотрите, не зависит от количества подписчиков, зависит от качества подписчиков. Понимаете, это важно, потому что если у вас старые бабульки, которые там разводят огурцы и помидоры, то в принципе реклама у них будет недорогая. А если у вас люди, которые ищут, где купить машину в кредит, если у вас есть YouTube канал, который помогает купить что-либо в кредит, да, там, допустим, купить машину в кредит, купить квартиру в кредит, купить там, не знаю, там, или там у вас хороший канал про путешествия, там, допустим, про кругосветные путешествия, либо у вас канал на YouTube про какие-нибудь там про круизы на больших кораблях, да, поймите, людей, интересующихся круизными поездками не так много, но это аудитория, которая способна выложить 10-12 тысяч евро за билет.
И это дорогая аудитория, то есть чем лакшери у вас аудитория, тем лучше, чем она, чем богаче, чем круче получается. Ну, вот. Если сейчас на видео просмотра 5 тысяч плюс-минус имеет смысл включать монетизацию? Нет. Объясню почему. Многие гуру там интернет-маркетинга, там продвижения рассказывают вам интересную историю о том, что включайте монетизацию. Но давайте будем честны. Вот к вам приходят люди, к вам на канал, и у вас включается монетизация, сразу там ролик, да, это людей реклама раздражает, да. Более того, вы с этой рекламы при таком маленьком количестве подписчиков и при таком просмотров при таком маленьком количестве заработаете очень и очень мало. То есть у вас будет в месяц там, не знаю, ну утрированно $50, да, но вы на начале своего пути очень много потеряете. Вы потеряете очень много людей, желающих потреблять ваш контент, но ушедших с вашего канала, потому что они не хотят смотреть вашу рекламу. Понимаете? Вот я рекомендую всегда, то есть это не те деньги, которые вы заработаете, но потеряете очень много. Поэтому хорошо включать монетизацию, когда у вас уже, ну там, от $1000 будет доход, там, да, когда вот вы уже канал раскрутили, то постепенно включать ее, не на всех роликах, потому что YouTube сейчас дает возможность на каких-то роликах включать, на каких-то приостановить. То есть вы можете сами контролировать, когда, какую рекламу, где, в каком ролике от Google AdSense это все дело поставить. Поэтому работайте с Google AdSense. Понятно. Спасибо за вопросы. Теперь перейдем к заключительной части нашего марлезонского балета. Это основные опасные способы заработка. Я не открою вам никакого секрета, если скажу, что все перечисленные способы, кроме первого, они опасны. И это очевидно, потому что сейчас Google ужесточает правила и может без объяснения причин не только отключить вас от монетизации, да, а и удалить ваш канал за нарушение правил сообщества, за нарушение там вот просто вот у нас недавно было роликов много, за что вас могут отключить, удалить, пожалуйста, смотрите. Почему, как это работает? Вы должны понять суть. Google – это YouTube, YouTube – это Google. Естественно, что у Гугла есть своя платформа рекламная, которая размещает рекламу на YouTube. Правильно? А теперь смотрите, с каждого, Google делится с вами, он дает, допустим, с каждого $1 он отдает 50%, 50 центов отдает вам, 50 центов забирает себе. Правильно? Правильно. А теперь я в ролике рассказываю, делаю рекламу Panasonic. Panasonic мне перечисляет на мой личный счет деньги за рекламу этого продукта. Google с этого не получает ничего. Google – это коммерческая структура, целью которой стоит заработать денег. Так вот, если он не получает ничего, а вы на его площадке что-то зарабатываете, то вполне реально Google это может не понравиться. Поменяйтесь с Google местами, как бы вы отреагировали на это. Понимаете, как это работает? Поэтому то же самое. Реклама в медиасетях. То есть мы определили, что самый безопасный способ, вообще самый безопасный, это, естественно, это Google AdSense. Но чтобы вас не держать там, не говорить там, что все плохо, давайте я скажу вам честно, что Google AdSense безопасный, да, интеграция или нативная реклама тоже безопасный способ, да, опять же продажа своих услуг. Это безопасный способ. Donation или пожертвование тоже безопасный способ, да? И скрытая реклама тоже является безопасным способом. Вот 5, то есть из 10 способов есть 5 безопасных и 5 опасных. Давайте про опасное. Это реклама в медиасетях. Мы уже говорили, почему опасны. Потому что вы не контролируете тот контент, который размещает вам медиасеть. И в случае чего, в случае какого-то косяка, да, вас просто отключат от медиасети, и вы по большому счету потеряете все, поэтому, ну и там проценты очень такие, как это, там забирает и Google себе забирает процент, и еще забирает медиасеть там 30%, там до 50, поэтому это очень сомнительное удовольствие, я не рекомендую. У меня нет претензий к медиасетям, просто я своим ученикам, а я надеюсь, что вы наши ученики, смотрите нас, не рекомендую вообще медиасети.
Партнерские программы. Все очень и очень условно. Я тоже не рекомендую. Просто почему? Потому что, чтобы попасть в партнерскую программу, вам необходимо разместить ссылку в ролике или под роликом, или в описании к ролику. А вы почитайте правила Google, правила YouTube, где YouTube говорит, мы имеем, я вам просто, как это, вольная трактовка, но суть понятна. В случае, если мы поймем, что целью вашего ролика служит перенаправление зрителей на другой сайт, то мы имеем право заблокировать ваш ролик и удалить канал. Па-бам! Занавес. Почему? Потому что они тоже правы, потому что у меня был заблокирован канал, потому что я делал, раньше этого так особо не было, то есть мы делали интернет-магазин, и под каждым роликом мы говорили, приходи, покупай, смотри там, да, пам-пам-пам, ссылочки давали на магазин, заблокировали только в путь, и все. Понятно, да? То есть любая партнерская программа, любой призыв перейти куда-то на другой ресурс автоматически включает алгоритмы Ютуба на более пристальное к вам внимание. CPI сети, все то же самое. Там помимо того, что у вас есть переход на другой ресурс, там еще очень много мошенников. Потому что вы не сможете отследить, то есть вам необходимо большой опыт, либо огромная команда, которая поможет вам отследить именно по вот этим вот по переходам и по покупкам. То есть переходы были, а покупок не было. Или вот, допустим, пример, у меня, опять же, из опыта, из практики, у меня был договор с компанией, которая занимается мебелью из Италии, и переходы были, а покупок не было. Представляете, да? То есть, а потом я уже со временем понял, что один переход в Яндекс.Директ стоил там, допустим, $60 по переходу, да? И по статистике из 100 переходов 2 продажи. Знаете? То есть, ну, вот такая статистика существует в этом формате, да? Мы за полгода перевели к ним там 4000 переходов сделали с наших роликов, с наших сайтов, с наших каналов там, да, вот, и мы не получили там какие-то вообще там какие-то смешные копейки, да, то есть почему? Потому что нельзя отследить, и вы рискуете своим замечательным каналом, своими зрителями. Дальше, прямая реклама. Это смотри пункт 1. Чем она опасна? Если Google с нее ничего не получает, то она и есть опасность. То есть это и есть опасность, потому что эта реклама, она, скажем так, вы рекламируете что-то прямо внутри, но Google сейчас предлагает вам поставить в описании к этому ролику, что в этом ролике рекламируется товар. Но я подразумеваю, что я очень сильно в это верю, что таким способом Google оттачивает просто механизм работать с рекламой, да, то есть Google не будет вам ни за какие ковришки разрешать рекламировать что-то. Почему? Потому что по большому счету только через Google AdSense можно что-то рекламировать. Потому что там есть премодерация и нельзя рекламировать запрещенный контент. Понимаете? А если вы занимаетесь прямой рекламой, соответственно, вы можете в обход Google это дело провести. Рекламодатели, а теперь еще одно самое важное. Рекламодателям по большому счету чихать на вас и на вашу аудиторию. И если вы от них вот, я видел десятки каналов, которые рекламируют разные онлайн-казино, да, там вот эти какие ставки на спорт, там онлайн-казино, не будем называть какие, да, и вот. И теперь эти каналы заблокированы. То есть людям предложили нормально денег в преддверии чемпионата мира по футболу, они это хавнули, и вот канал, который они развивали там, допустим, 5 лет, вот примеров много там, да, их просто блокируют как эти как горячие пирожки. Почему? Потому что запрещено, потому что прямая реклама, понимаете? Они там говорили, я рекомендую там вот это казино, заходи там туда-сюда, а теперь дальше контент. Все, до свидания, прямая реклама, goodbye. И еще один запрещенный момент, это, естественно, рекламный видеоролик, который вставляется перед или после, или в середине, как мы говорили про телеформат. Почему все смотрим так же, все смотрим там же, да? Потому что Google с этого ничего не получает. Раз Google ничего не получает, вы с ним не делитесь своим доходом, соответственно, вы за это получаете по шапке.
Все очень просто. При этом Google не разбирается с вами. Он не будет ничего выяснять, он не будет ничего вам говорить, он не будет ничего, потому что мы уже в наших уроках школы видеоблогеров показывали правила Гугла, показывали правила, как работать, как Google. И там везде написано, что вы должны, вы обязаны, там ничего не написано, что Google, что YouTube должен. Там вы должны. И вы по умолчанию принимаете, вы там вот все везде вы, а в случае, если вы не принимаете, то вы можете быть заблокированы, либо покиньте, пожалуйста, платформу. Это не, многие считают YouTube это неким каким-то таким вот, как это, люди сделали для людей. Нет, это обычная коммерческая организация. И если вы придете, давайте на пальцах объясню. Если вы сомневаетесь, опасный способ или не опасный, поверните себя по-другому. Допустим, у вас есть магазин, не знаю, саморезов. Вы приходите в строительный магазин и вы можете делать прямую рекламу, да, повесить там бенджик, говорить, покупайте саморезы. Что вас делают? За руки отправят, правильно? И вы можете сделать, допустим, какой-нибудь там рекламный видеоролик, да, и включить на входе, перед входом там в этот, как его, в этот магазин. То же самое вас заблокируют, да, вот. А если вы сделаете интеграцию либо какую-то нативную рекламу там, да, то вполне себе может быть. Поэтому теперь быстренько проговорим десяток способов и скажем, какие из них опасны, какие нет. Google AdSense не опасен, самый верный, самый лучший, вот вообще лучше нету, да. А реклама в медиасетях опасна, партнерские программы опасно, CPA сети, ну, оплата за клик. То есть за действие, вот вы действие там, да, и получается, то есть если ваш зритель перешел и совершил какое-то действие, купил, скачал там, да, неважно, то есть опасно. Прямая реклама опасна. Интеграция или нативная реклама не опасна, но очень аккуратно, потому что можно потерять аудиторию. Продажа своих товаров либо услуг очень хорошо. Это мы вот рекомендуем открывать свои YouTube каналы, делать для магазинов, для организаций, где продавать свою экспертность на видео, да. Дальше, донейшены или пожертвования. Не опасно, очень хорошо, но опасно с того, что вы можете потерять аудиторию, когда очень часто просите там, допустим, там, ну, я видел, когда просят там, да, на поездку к бабушке, там, на лекарства, там, на такое вот, ну, когда приходишь и человек постоянно вас клянчит что-то, то хочется покинуть канал. Вот. Рекламный ролик опасно и скрытая реклама не опасна при условии, если вы сделаете ее хорошо. Понятно. Вот. То есть у нас получается из 10 способов, да, у нас 5 опасных и 5 неопасных. Вот. Но по большому счету, я еще должен упомянуть, что существует два способа, ну, две группы. Это способы, когда есть автоматическая монетизация, да, то есть с помощью рекламных систем, это вот Google AdSense, да, или ручная монетизация, это как вот интеграция, либо там прямая реклама там, да, либо какая-нибудь там скрытая реклама там, да, ну, то есть это то, что вы делаете руками, вот в этом формате. То есть автоматическая монетизация вашего канала или вашего видеоконтента, это когда вы разместили, делаете контент, а система сама монетизирует и раз в месяц вы просто получаете гонорар. А уже ручная это то, когда, допустим, вы делаете интеграцию, то есть вы уже готовитесь, вы делаете, получаете гонорар гораздо больше, но и трудозатрат гораздо больше. Еще раз подчеркну, вот просто 10-й раз подчеркну о том, что пользователи приходят к вам на канал не за рекламой, а за контентом. И если у вас будет грамотный контент, то у вас будет всегда лояльная аудитория. Если у вас будет очень много каналов есть, очень много, когда продают вот внутри канала продают реально некачественную рекламу, некачественный продукт, да, эти каналы очень быстро схлопываются, потому что аудитория, она очень и очень чувствительная. И если вы будете вот реально не продавать аккуратно своей аудитории, а просто впихивать, да, втюхивать там в этом формате под любыми предлогами, то аудитория очень быстро перейдет на другие каналы и уйдет от вас. Она вот как это не прощает вам ошибок, поэтому вот так вот. Поэтому теперь пойдем по нашим замечательным вопросам и будем завершать. Думаю, что был вам полезен, поэтому вот такой момент. Поэтому можно найти рекламодателя и при этом брать у них деньги, если на канале 100-200 просмотров на видео. Смотрите, рассказываю на примере.
чтобы было понятно. У меня есть видео, на котором нет и 100 просмотров, но там есть рекламодатель. У меня есть видео, где раньше было 80 просмотров, но теперь не знаю, может 120. И это видео мне принесло 4 консультации. Это видео про, я не буду скрывать, это видео про анализ ювелирного интернет-магазина. Да, то есть я сделал один раз анализ ювелирного магазина, разместил это на видео, интернет-магазин, да, и разместил у себя на канале. И потом это видео кто смотрит? Владельцы или собственники интернет-магазинов ювелирных украшений, правильно? Их не так много, их можно там по пальцам пересчитать, это сети большие. Что они делают? Они приходят, а посмотрите, пожалуйста, мой. И вот этот ролик мне уже окупился там десятки раз при 80 просмотрах, понимаете? А есть ролик, который есть по определенному ключевому запросу, он сейчас занимает первые позиции, да, и там в этом ролике уже есть рекламодатель. Ну, там нативная реклама, но в принципе это работает. Там вот его вполне, потому что там каждый просмотр это в принципе продажа его услуг. Тоже очень-очень хорошо работает. Поэтому смотреть на какой-то вот, а я покажу вам миллионы, где есть ролики, где там есть миллион просмотров, там, да, как я там, не знаю, обрыгался там в деревне, да, и там какие, как я там поссал на забор, там, да, и есть там 2 миллиона там просмотров и нет никакой монетизации, и не будет монетизации там ничего. Поэтому не слушайте тех людей, кто говорит вам, что вот количество, важно качество просмотров, качественная аудитория, которая есть. Если вы прямо сейчас создадите канал, как я уже говорил, там мы уже рассуждали о том, допустим, канал обзоров видеокамер, там, допустим, вот просто, и у вас будет просто канал про видеокамеры, то вполне возможно вы его монетизируете даже через 3, через полгода, и он будет приносить вам постоянно деньги, потому что к вам будут в очередь стоять рекламодатели, чтобы вы прорекламировали их камеру, либо ваш, либо их интернет-магазин, понимаете? Не так много людей. Или там, вот как я привел пример там про круизное, ну, про кругосветное путешествие. То есть, если вы сделаете аудиторию, соберете, которая живет кругосветкой, то это прикиньте, сколько там будет хорошо. То есть, тематик денежных очень и очень много. Поэтому делайте монетизации способы, мы в школе будем объяснять. Там Федор написал, вон список есть, да, его сейчас пока нет, он там по объективным и позитивным причинам отсутствует, но поэтому Федор написал, поэтому подписывайтесь на канал, приходите к нам, ставьте лайки, пишите вопросы, всего доброго, отвечаем на вопросы еще. Реклама своих товаров и услуг, чем отличается от прямой рекламы? Я же все равно рекламирую что-то, на чем YouTube не заработает. Вы в рекламе своих услуг, то есть это получается, вы сам по себе канал обрамляете своей, вот зайдите ко мне сейчас прям в бутик идей на мой канал и посмотрите. YouTube не против такого, я прям в шапке продаю свои услуги, понимаете? То есть вот. А если вы этот баннер будете постоянно менять, то вполне возможно схватите какой-нибудь штрафные санкции от YouTube, потому что он же помнит все и знает все. Если вы постоянно баннер меняете, да, и там то вы памперсы продаете, то там что-то, то можете схватить. Поэтому вот так. Так, спасибо за внимание. Было приятно вас видеть. Всем спасибо за просмотр. Думаю, что вопросов быть не должно. Вот мне подсказывают, скинули вам канал наш, Бутик Идеи, один из каналов там, да. Вот, приходите к нам в школу, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. И я думаю, что со временем мы проведем еще один стрим, который будет называться это эти способы заработка на YouTube уже не работают. То есть у нас будет такой вот стрим. То есть сейчас мы сделали опасные способы, а потом скажем, какие уже не работают, потому что их тоже надо светить. Их немного, но надо светить. Вот. Поэтому всего доброго за внимание. Спасибо. До свидания.